Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, обычно я не люблю говорить заранее о событии, которое произойдет, поскольку заранее говорить не нужно. Но в этом случае буду говорить, потому как то, что произойдет, и лекция, которую вы сейчас услышите, они тесно связаны между собой. Итак, скоро выйдет 20-я юбилейная книга. Я не буду называть, как мы назовем, как мы назвали эту книгу. Я не буду показывать заранее оформление этой книги, потому как, когда книга выйдет, тогда вы увидите. А для тех, кто эту лекцию посмотрит через много лет, говорю, что вот 2021 год, сегодня у нас 13 ноября, по-моему, если я не ошибаюсь. Представляете, я уже настолько... Да, 13 ноября. Вот в этот день я объявляю, что в скором времени выйдет 20-я юбилейная книга. И в этой книге, помимо тех ритуалов, которые есть и вы видели, будет один очень важный тайный ритуал из серии ритуалов, которые нельзя во всеуслышание объявлять и показывать открыто, поскольку к этому человек должен прийти сам. Он должен для этого прилагать определенные усилия, показывая тем самым силам свою готовность и желание. И сейчас я хочу вам объяснить суть этого тайного ритуала, для чего он нужен и кому он нужен, собственно говоря, кому нужно это провести и для чего. Это соединение со вселенским разумом. Казалось бы, возникнет вопрос, ведь мы все и так соединены со вселенским разумом. Да, но каждый по той или иной степени, учитывая заслуги его рода, учитывая его заслуги, учитывая планка его души, насколько она высока или низка. Вот по мере определенных факторов мы имеем связь с мировым разумом. Однако есть очень много закрытого, очень много скрытого, о котором вы не знаете и который вам не открывается и не показывается. Друзья мои, есть люди одаренные, есть писатели, фантасты, которые написали, казалось бы, фантастические книги. Это были шедевры, очень интересные, все прочитали и начали издавать и все прочее. Благодаря этому они стали богатые и известные люди. И на этом все. Но проходят годы, проходит 100 лет, может быть, с лишним. И все, что было сказано, описано этими людьми, все сбывается в наше время. Многие из этих фантастов описали времена, когда люди могут общаться между собой. Они это обрисовывали как какие-то чудесные раковины, которые где-то они находили, или были определенные места, где нужно было, и через эти раковины между собой общались и передавали голос друг другу. Кто-то описывал, что перед зеркалом становясь, человек то ли произносил какие-то слова, или присоединялся к какой-то силе, и видел весь мир, и видел, что в мире происходит и прочее. И через 100 лет это все начало осуществляться, вплоть до самолетов, спутников и многое иное. Просто они описывали так, как они имели представление, как они могли представить себе
что будет, каким образом, да, как это будет выглядеть. Но примерно, приблизительно они именно, скажем так, предвидели все, что произошло через 100 лет после сказанного. И действительно, люди начали общаться, не видя друг друга, а с помощью телефонов. Теперь уже телефоны, которые, скажем так, самые такие, да, передовые, выходят постоянно новые изобретения техники. Те самые зеркала, которые представлялись как некая субстанция, где будут видеть весь мир, телевизоры, гаджеты всякие, интернет и прочее, прочее. Так вот, как это понимать? Им открывалось видение какое-то некое, видение будущего. Им показывалось то, что будет. Знаете, как говорят поэты, немного пророки. То есть многие поэты, которые описывали ситуацию, там, предупреждали о будущем, и действительно через некоторое время люди убеждались, что вот да, вот как человек описал, так и случилось. Кому-то могло показаться, что человек просто образованный, начитанный, у него широкий кругозор знаний. Естественно, он мог предугадать, что может и как может случиться. Но бывают моменты, когда человек никак не мог предугадать. Нереально было для него это. И он это сказал, и так и случилось. Теперь есть один вопрос. Создаем ли мы нечто новое сейчас? Или мы просто следуем генетической памяти и из тех ушедших цивилизаций всего лишь восстанавливаем по генетической памяти все то, что уже нам было дано много тысячелетий назад. Смотрите, та же самое развитие техники. Оно идет с такой бешеной скоростью. Так часто изобретение за изобретением, особенно последние 30-40 лет, что просто не успеваем мы вот эти новинки покупать. Одно берем, уже новое вышло, уже следующее поколение выходит. То же самое изобретение касаемо всего. Техники, оружия, развития, всего, что вокруг нас происходит. То есть мы можем предположить, что это все не изобретается, а восстанавливается по памяти, генетической памяти. И есть еще другой момент, что это берется из пластов знаний. Почему один человек может написать книгу, а другой нет? Точнее, и один, и второй могут сесть и написать на принцип книгу, но у одного получится какая-то ерунда, никому не интересная ни о чем, а у другого получится такое шедевриальное, что просто останется в веках. Почему те же самые писатели, которые написали легендарные, скажем так, книги, шедевры, да, и они остались в веках, и из поколения в поколение их читают и восхищаются. Легенды, сказания, рассказы и прочее. Есть версия, что это все воспроизведенные, на самом деле, воспроизведенные события, которые происходили когда-то или происходят в параллельных мирах. И человеку просто дано это видеть. Что есть момент, что события происходят в параллельном мире, а потом происходит с человеком. И кому-то дано предвидеть и увидеть, что там произойдет с каким человеком или с целой страной. Есть временные воронки, я о них вам рассказывала, когда человек может выйти на улицу и не узнать свой дом, не узнать свою улицу. Это продлится буквально несколько секунд. Потом все восстановится, все вернется на круги своя. И человек обомлеет и не может понять, что происходит. Как правило, вот это видение ситуации немного по-другому, более ясное, чем другим дано, происходит во время стрессов, во время каких-то сильных волнений. Ну, например, видеть умершего в зеркале после того, как вернулись с похорон, реально. Потому что человек, который только что оплакивал ушедшего,
человек, который только что был в таком морально-эмоциональном состоянии, он на некоторое время просто усиливает внутри себя связь с потусторонним миром. Он над своей душой поднимается. То есть он находится вот в этом пограничном состоянии, когда его эмоции настолько его поднимают внутри, настолько стирают грань между мирами, что этот человек некоторое время может находиться вот в такой сюрреальности, то есть не понимая, что происходит и что творится. У некоторых людей бывает временное помешательство, когда они видят, например, аварии, да, или что-то еще, особенно если там их родные, они могут просто, у них может быть временное помешательство, они могут никого не узнать, они могут вести себя неадекватно, им может показаться, что погибший живой, они могут разговаривать с ним и так далее, или действительно могут видеть их души. То есть это соединение к мировому разуму, но просто соединение к мировому разуму вне твоего желания из-за стрессов, из-за каких-то событий, это одно. Этот процесс ты не контролируешь, и он тебе никакой пользы в принципе не приносит. А есть осознанное соединение к мировому разуму. Наши деды, прадеды, они были значительно счастливее нас. Они были более насыщенные внутри духовно, чем мы с вами. У них не было, может быть, бриллиантов, дорогих машин и так далее. Но они были счастливые, потому что они были более насыщены, богатый был мир. Они видели, они предвидели, они не чувствовали одиночества. Мы идем к веку одиночества, когда нет обязательства перед общиной, нет обязательства перед родиной, нет обязательства перед семьей, родом, понимаете, родоплеменные вот эти отношения стерлись, ушли. Нет, никто не несет ответственности за женщин этого рода, за детей. Каждый живет для себя. И когда человек ни перед кем не должен отчитаться по поводу своих поступков и прочее, он, естественно, особо не считает нужным жить правильной моральной жизнью. Он может и уйти в сторону, он может и упасть духовно и морально. То есть не перед кем отчитываться. Если раньше община требовала определенных морально-этических норм для того, чтобы человек жил среди этой общины, сейчас нет этой общины, сейчас никто никому не обязан, не должен. Сейчас нет идеологии определенной, сейчас нет общей цели всей страны и народа. Там, помните, идем к светлому будущему все и так далее, и так далее. Мы должны все дружить, все народы братья, мы большая семья и прочее. Учили этому, и это был не пустой звук. Это воспитывало в человеке силу воли. Почему на фронт ездили актеры, певцы, поддерживали дух? Потому что пропаганда, в правильном смысле пропаганда, она дает такие результаты. Если твой народ не патриотичен, он не будет воевать за эту родину, потому что он думает по-другому. Он считает так: я сытый, у меня дома тепло, хорошо, мне без разницы, на каком языке разговаривать в моей стране, мне все равно, кто будет здесь властвовать. Главное, чтобы мне было хорошо. А воспитана в идеологии родина, свое, честь, совесть, предки, историческая память и так далее, человек скажет: я не согласен, чтобы моей страной правили другие. Я не согласен, чтобы в моей стране говорили официально на другом языке. Я не согласен, чтобы моя страна носила другое название, и мы здесь были бы уже не местные жители, а просто гости, да, просто так временно живущие и так далее. То есть очень много зависит от того, что вкладывать в человека. И если человек пустой, опустошенный, он может одеваться, он может хорошо жить, у него могут быть очень финансово благополучные периоды, но этот человек может пойти и повеситься, потому что ему незачем жить. Он не находит смысл в этом мире и в этой жизни, понимаете? У него нет связи со Вселенной. Что такое Вселенная для каждого человека? Мироздание, мировой разум. Смотрите, когда вы в другой стране живете и слышите родную речь, и слышите песню на родном языке, вам становится легче.
Когда вам грустно, вы включаете песню на своем языке. Можете заплакать, но после этого душа отдыхает, успокаивается, и вы с решимостью, с более таким, скажем так, силами, да, которые набрали, свежими силами рынулись в бой. Потому что вы разбудили, пробудили энергию своих предков. Дорогие друзья, есть такое понятие археологические слои. Говорю вам как историк. Когда раскапывают какой-либо там период, да, например, вот нашли какое-то там здание, нашли какой-то древний там храм и прочее. И для того, чтобы понять, к какому периоду он принадлежит, смотрим на слои почвы. Точно так же, как возраст дерева считают по кружкам, которые образуются вокруг. И когда срезают дерево, то насчитывают эти кружки и понимают, сколько лет этому дереву. Каждый год добавляет по одному слою, то есть по одному кружку в дерево, именно в ствол. Точно так же и века. Вот каждый век оставляет слой, археологический слой. Век, 100 лет. Люди живут, радуются, женятся, умирают, воюют, любят и так далее. Все это умирает вместе с домами. Ну, может быть, естественно, если 100 лет там остается определенное там количество, не так уж быстро уходит, за 100 лет не может все уйти. 100 лет это не очень большой срок для истории. Ну, да, за 1000, за 2000 другой вопрос. Но животные, которые жили, люди, которые жили, их одежды, их утварь, да, их еда там и прочее, и воспроизводили, обратно отдавали земле. Это все образовывает слой. Каждый век оставляет один слой на земле. И вот когда археолог считает эти слои, он может определить, какой век, какому веку принадлежит вот эта раскопка, какому веку принадлежит находка. Каждый слой – это 100 лет. И вот по слоям, например, ушло там, скажем так, на 1500 лет бронзовый век. Еще дальше каменный век, есть золотой век. Это условное обозначение веков, когда находили определенный металл. Когда этот металл становился уже более часто то есть используемым, да, железный век и так далее. И примерно, естественно, по такому времени определяется, скажем так, возраст находки. Если этот возраст слишком древний, то его называют доисторический период. История человечества начинается с того времени, как появились первые письмена. А примерно 6000 лет назад. Самые древние письмена считаются шумеро-аккадской цивилизацией, именно письмена шумеров и аккадцев. То есть это самые древние письмена. Где они живут? Это вместо современный Ирак, Иран, Междуречие, Ливия, Сирия. Вот эта вот часть. Там, где считалось, по легенде, райский сад был между Тигром и Ефратом. Это самая древняя цивилизация. Период, который до этой цивилизации, считается доисторический. Теперь, как происходит история человечества? Когда образовались первые общины, из этих общин образовались народы, из этих народов образовались страны и так далее. Вот с того периода и письменность появилась, и вот с того периода считается исторический период. Доисторический период, когда наши народы, наши предки были еще просто племена, разрозненные племена, которые кочевали, кто-то там оседлый образ жизни вел и так далее. Как образовывалось государство? Вот есть одна семья. У этой семьи есть там скот, есть маленький огород, он обрабатывает. И эта семья для того, чтобы защититься, соединяется с другой семьей. В этих двух семьях есть 2 мужчин, да, например, еще рождают сыновья. Вот вам 4 мужчины. Они защищают эти семьи, эти дома, ограждают, закрывают.
женщины занимаются там работой, скажем, они пасут этот скот, они обрабатывают землю и прочее, прочее. Вот вам воины, и вот вам народ, который кормит этих воинов. И так постепенно образовалось государство, ячейка государства. Сейчас долго объяснять. И вот с того периода, как первые государства, первые примитивные самые государства образовались, считается исторический период. Насчитывается 6000 лет. До этого момента это доисторический период. Ему намного больше, много тысяч и миллионов лет. Но это доисторический период. Нашей цивилизации, по крайней мере, наша цивилизация, как началась 6000 лет назад. Так вот, смотрите, каждый век оставлял свои слои, свои исторические археологические слои в земле, но еще оставлял свои исторические археологические слои над землей. Понимаете? Это огромные слои, информационные вот такие пласты, которые остались в мире, в пространстве. И там, дорогие друзья, как видеопленка, как запись, не знаю даже, как объяснить. Все там записано. Вот все голоса, разговоры, все крики, там весь смех, радость, танцы, пляски, все действия, все, что происходило 6000 лет, оно все зафиксировано и слоями, вот так вот пластами ложится друг на друга. Век прошел, пласт памяти этого века остается. Век прошел, пласт памяти этого века остается. Остается в пространстве. Это не в воздухе, не в небе, в мире. Каждый век оставляет свой пласт. Вот как на Земле оставляет, это точно такая же физиология. Точно так же ощутимо, точно так же возможно почувствовать, осязать, то есть через себя пронести. Кому дано видеть больше и чувствовать больше информационные слои, оставленные тысячелетиями нашими предками, тот человек называется ясновидцем, потому что ему дано чувствовать, видеть больше, чем другим людям. Однако хочу сказать, что у каждого человека есть какая-то доля видения этого всего. Это не ясновидение, но это способность почувствовать, то есть читать, вычитывать оттуда информацию. У каждого человека есть свой определенный лимит, который он может вычитать, услышать. У нас иногда бывают видения, у нас иногда бывают предчувствия, да, и они сбываются. Вот информация, которая витает в воздухе, она существует. Просто кто-то чувствителен к этому, кто-то менее чувствителен. Но человек, который может вычитать прошлые ваши, прошлые государства и так далее, без исторических книг имею в виду, там я не исторические факты привожу, видеть будущее, видеть твою проблему, видеть твоих предков, видеть твою жизнь и так далее. Этот человек имеет соединение к этим информационным пластам. Опять же, среди ясновидцев, среди людей силы тоже есть различные категории людей. Кому-то дано больше, кому-то дано меньше, кто-то видит образами, кто-то видит, слышит звуки, кто-то чувствует, через себя пропускает. Мне очень бывает смешно, когда люди, знаете, иногда там делают замечание, что вот, значит, цвет, я, например, увидела, не те люди, которым я это говорю, а те, кто наблюдает, хочет меня где-то там, как-то там, не знаю, задеть, что ли. И вот она сказала, что вот у женщины бордовый халат, а женщина написала, да, все правильно. Правда, он немножко такой красноватый, вишневый. Это смешно, понимаете? Я воспринимаю этот цвет как бордовый. Но одно то, что ты за 1000 километров видишь цвет, даже приблизительный, это говорит о том, что у этого человека очень сильно открыто ясновидение, и очень сильно этот человек имеет связь с этим энергетическим пластом. У нас бывают вообще в мире, есть такой момент, есть такое явление, называется хрономиражи. Смотрите, человек поехал в деревню,
решил там остаться. Вот он разбогател, поднялся в жизни и решил поехать в дом своих предков, решил починить этот дом, поднять, сделать, как он хочет, большой красивый коттедж, все такое, обустроил там огромный каменный дом, рядом машины, бассейны, абсолютно современный, просто возле леса, рядом с городом. И что происходит? Вот проходят годы, и как-то он подъезжает к дому, и перед ним встает такая картина. Вместо его дома тот самый дом деда, который был еще до того, как он этот дом, то есть старый дом снес и построил новый на этом месте. И он видит тот самый дом, ту самую избу, скажем, тот самый забор, да, с этими валенками на заборе и так далее. И он просто не может понять. Он ошарашен, он испуган. Куда делся его огромный дом, непонятно. Он вышел с машины, огляделся, опять тот же самый дом. И буквально просто перед глазами вот это вот, как облако, это все исчезает. И он видит снова свой дом, загоняет машину в гараж и долго не может понять, что вообще это такое было. Что происходит. Или вы вышли, привычно идете на работу каждый день, проходите мимо какого-то поля, там рядом с вашим домом, да, и случайно однажды за 20 лет, как вы шли на работу, ни разу этого не было, и вы, проходя мимо поля, видите каких-то людей, видите какие-то ограждения, видите какие-то дома, причем в старинном стиле, и у вас сразу мысль, как такое может быть, такое невозможно, но столько лет я хожу мимо этого поля, и что это все за один день построили, вчера этого не было. И буквально за секунду это все исчезает, растворяется. Это называется хрономиражи. Хронос, время, миражи времени. То есть вот то, что было там, оно осталось в информационном слоях, потустороннем каком-то измерении. Это все есть, оно никуда не исчезло. Вспомните квартиру Воланда. Надо мной шутили, что у меня квартира, где я жила в Москве, что такая же безмерная, огромная квартира, как квартира Воланда. Это квартира, но внутри целый мир. Целый непонятный мир, потусторонний, где собиралось огромное количество людей, и там были черные замки, да, там все что угодно. Но ведь это квартира, как оно может быть? Потому что в потустороннем измерении, на том же самом месте, вот это находится. И неважно, где человек живет. Отсюда и гиблые места, отсюда и плохие дома, что дом как дом. Вот заходишь в дом Пороховщиковой, помните? Вот они перешли в этот дом, переехали. И что случилось? Через некоторое время этот дом их сожрал, просто уничтожил. Исторический дом, большой дом, красивый. Но этот дом в потустороннем мире как воронка. Воронка для душ. Воронка, уносящая с собой, скажем так, их энергию жизненную. Они там были несчастные. В конце концов, и один умер, и вторая покончила с собой, даже не узнав, что муж умер, не вышел. То есть они о смерти друг друга не узнали. Вот такая вот жуткая история. Он как бы дом, обычный дом, но в мире потустороннем он совершенно иной характер несет. Это совершенно иная вещь. Это какая-то временная воронка, это какая-то черная дыра, которая поглощает души. Причем это не первая семья, которая там селилась и разводились, и умирали, и прочее. Вот это называется хрономиражи. Все, что в мире было, происходило, никуда не делось. Почему нельзя людям, чувствительным людям, скажем так, не с волевым характером, не творческим, не сильным, в конце концов, приобретать антикварные вещи, особенно антикварные зеркала? В них все запечатлено. Хочу рассказать вам один случай. Беременная женщина сидела и смотрела в зеркало, расчесывала волосы перед сном. А у нее муж был во время русско-японской войны. Она очень переживала за него. Почему-то весь день у нее были дурные предчувствия. И вдруг зеркало раскрывается, как будто так растворяется просто в пространстве. И открывается такая сцена. И она видит, как ползет, значит, по снегу ползает муж. И за ним
двое японцев, и один из них прицелился и вот-вот выстрелит. И она так испугалась, что схватила вазу и с криком швырнула в зеркало. Зеркало разбилось, она упала в обморок. После того, как она пришла в себя, она свекру и свекрови все рассказала, естественно. Потом родился ребенок, и муж вернулся обратно. И муж, когда вернулся обратно, он после того, как они поговорили, обнялись и сели ужинать вместе, и он сказал: удивительный случай со мной произошел. Я, значит, ползал по снегу, пытаясь маскироваться и уйти. И вдруг слышу жуткий женский крик, значит, звук разбитых стекол, и поворачиваюсь и вижу, что двое японцев окровавленные лежат. И для меня до сих пор непонятно, как это произошло. Оказывается, они меня выследили. Но какой женский крик и что произошло? И тогда родители взяли его за руку, привели и показали вот осколки разбитого зеркала. И рассказали, как все произошло. Понимаете, вот смотрите, мы когда влияем на определенные действия, которые должны в будущем происходить. Например, когда я вам дарю заговор, я вам говорю, что я не могу вам до конца объяснить, как это работает. До конца вы не поймете. Просто примерно объясняю. Вот вам сейчас скажу. Вот у вас должен быть суд. Он должен быть в будущем, не сейчас. Но в потустороннем мире этот суд идет. Как только вы берете, начинаете начитывать, вы приближаете этот момент. То есть этот суд начинает идти в мире потустороннем. А вы здесь, в этом мире, сидите и начитываете заговор от того, чтобы этот суд был решен в вашу пользу. Вы влияете на этот суд в данный момент, вот прямо сейчас, начитывая. То есть вот вам хрономиражи, только в обратную сторону. Это еще не случилось, а вы уже создали реальность и на него повлияли. Далее. Мировые потоки. Потоки информации. Потоки информации каждый человек воспринимает по-своему. Менделеев воспринял этот поток информации и открыл свою таблицу. Моцарт воспринимал эти потоки информации, он садился, он даже не писал ноту, у него нет черновиков. Он просто сразу же придумывал, сразу же создавал свои шедевры. Настолько, что начали сомневаться, что это его. Это настолько было создано необычно и красиво, что начали сомневаться, что это им создано, что не может такой молодой человек иметь такой великий опыт. Скрипка Страдивари. Как ему пришло это все, это гениально, и он создал эту скрипку. Да все что угодно, очень много примеров. Айвазовский тот же самый, да, Шишкин, который имел, он знал, как перемешивать, он сам открыл эту краску, он сам научился определенной технике, и он писал свои картины настолько реалистично, что просто люди удивлялись, как можно было так четко передавать информационный поток. Чем больше человек открыт для мирового разума, чем больше его связь велика, тем больше оттуда идет постоянно ответы на вопросы, решение проблем, что делать, кому звонить, куда делать, как быть, что попросить, куда идти, как перетянуть к себе ту самую, скажем так, тот самый момент благополучный, который тебе сейчас нужен, как быть ближе к миру богов, как быть ближе к миру духов. Раскрывается измерения разные, сущности, которых мы воспроизводим в этот мир. Вот тот же самый чертик, который мне очень нравится. И я считаю, что есть художники, у которых видение потустороннего мира настолько необычное, они просто сюда как бы привносят сюда, понимаете? Они просто образно рисуют, изображают, создают. Но это не просто так случайные образы. Это им приходит вот из того самого потока информации, из того самого вселенского разума, о котором я вам рассказываю. У них открыто видение, поэтому им дается это. Кто-то может часами сидеть, не сможет
2 слова придумать и написать, а кто-то за 5 минут напишет целую поэму. Далее, вымершие языки или языки духов. Они разные все-таки. Языки духов – это то, на чем общаются духовные сущности. А есть вымершие языки. Вымершие языки – это про языки, то есть про матери наших с вами языков. Мы ни одного слова не сможем понять иногда, но мы понимаем, что это что-то близкое, что-то понятное. Часто вымершие языки приходят к нам во снах. Когда мы ночью просыпаемся, начинаем разговаривать на непонятном языке. Нас дразнят и говорят, ты что-то там говорила непонятно. Но во сне ты говоришь на этом языке, ты понимаешь, что ты сказала. И ты понимаешь, что тебе говорят. Значит, генетически у нас это осталось. Вот эти вымершие языки наших предков, а сколько у нас может быть предков, какие у нас могут быть предки по линии отца, по линии матери и так далее. Вот эти генетические языки, они, то есть, извиняюсь, вымершие языки, они остались в нашей генетике. И они нам открываются. И порой, иногда, некоторые слова приходят на ум, которые ты не понимаешь, почему они нужны, но ты их произносишь, и какая-то твоя проблема решается внезапно. Далее, друзья мои, теперь вернемся к тайному ритуалу. Что это за ритуал? Присоединение к мировому разуму, к разуму мироздания. Этот ритуал нужно будет делать часто, в начале, потом уже меньше и реже, но прекращать делать нельзя. Это тот ритуал, который нужно проводить всю жизнь. И чем чаще вы проводите, тем больше вы начинаете видеть перемены. Во-первых, у вас открывается ясность мысли, видение мира. У каждого из вас по мере своей возможности мозга, сознания и так далее. Кто-то может начать писать стихи, кто-то может начать рисовать. Кому-то придет гениальный план, как разбогатеть, и он это осуществит. И дальше будет даваться оттуда советы, как это вести дальше, как сделать так, чтобы это увенчалось успехом. Кто-то переменится совершенно и морально, и духовно, и совершенно иное будет в жизни искать, и поймет, что то, что есть в его жизни, это не его, это его не устраивает, и не для этого он родился. Всемирный разум будет вести людей, потому что из-за того, что люди отошли от мироздания, от природы, от разума Вселенной, от знаний предков, они вот этим сребролюбием, знаете, вот больше материальное, оно хорошо материальное, но нельзя материальное заменить полностью духовным. Вот этим всем своими, вот этими страстями, неправильной жизнью, религии, которые окончательно закрыли, они закрыли вот этот тот самый третий глаз, да, видение, которое есть у человека и было. Просто у кого-то было более развито, у кого-то менее развито. Это не ясновидение, но это связь со Вселенной. Индуистским богам не зря просто подрисовывают. И в индуизме не зря замужние женщины ставят между, то есть в переносице там красное пятно, как знак третьего глаза. Не зря носили наши бабушки серебряные или золотые украшения, головной убор, маниста. Считалось, что золото и серебро активизирует третий глаз, активизирует подсознание, активизирует седьмое чувство, предчувствие и так далее. Вот этот ритуал усилит ваше предчувствие, предвидение, даст вам более, скажем так, более сильное видение мира, ясное видение мира, более широкое видение мира, уберет те самые блоки, которые создала религия, которая закрыла все это видение, которая отсекла, скажем так, связь между родом и вами. Это восстанавливает, потому что идет информационные потоки, открывается сознание, Вселенная начинает вам подсказывать, как сделать, что сделать, дает необычные подсказки. Вы становитесь обогащенный духовно человек. Вы понимаете, что
вы не одна, что на каждый вопрос оттуда вы получите ответ. Стоит вам провести этот ритуал, и вам придет этот ответ. И вам помогут, вас как бы сопроводят, покажут, как надо делать, что нужно делать. Это соединение с мировым разумом, со слоями информации. Некоторые скажут, а мы осилим вот такую огромную информацию. Дорогие друзья, каждому приходит и дается столько, насколько у него есть возможность, насколько он может это понять, переварить и для себя использовать. Кому-то дадут очень много, потому что он в силах это взять и осуществить. Может, кто-то художник, но ему придут такие необычные образы, что он просто начнет их изображать, и его картины будут просто рвать руками. Кто-то, может, модельер, он себя исчерпал и не знает, что еще взять, что еще можно сделать. И придет ему огромное количество информации из древних времен, отовсюду. И он переработает эту информацию. Эта информация даст ему карьерный рост. Кто-то, может быть, скажем так, музыку пишет, да, и придет это вот поток информации, и такие звуки, и такие необычные песнопения, которые, может, были много тысяч лет назад, но это авторство у вас уже никто не будет оспаривать. И вы возьмете их, и вы это переварите, пропустите через себя, и это даст вам возможность прославиться как музыканту, которому только ему дано было вот уловить из вселенной, из слоев мироздания вот эти вот звуки, которые до вас никто и не додумывался. Поэтому каждому человеку дастся столько, насколько у него хватит интеллекта, возможностей это все переварить и, собственно говоря, как бы воспроизвести в мир. И напоследок хочу вам сказать, в Армении есть такая местность, древняя обсерватория. Там остались только камни. Называется Караунч. Еще и называют Зурац-Карель, что означает сильные камни или великие камни. Так вот, в советское время руководство советское ездили туда, возили туда им матрасы и прочее, и они, значит, ложились там и оставались на несколько часов. Дальше нельзя было делать. Считалось, что это уже опасно. Там настолько сильная концентрация энергии, там такая, то есть такой портал открытый. В хорошем смысле есть портал духов, а это портал информационный. Вот тот самый портал я у вас и открою этим ритуалом. То есть тому, кто захочет себе, естественно, открыть. И там открыт такой портал, и рассказывали невероятные случаи, когда человек абсолютно далекий от литературы, от всего, начинал писать стихи. Причем писал настолько красиво, такие необычные использовал термины, что он начинал издавать эти стихи. Я знаю несколько человек, которые после посещения Зурац-Карель, один сибиряк, другая из Голландии девушка. Ну, она корнями русская, но она там родилась, то есть там осталась еще та миграция, которая первый раз во время 17-го года уехали туда. Вот, вот эти два человека. Вот этот человек, который сибиряк, он абсолютно работяга, абсолютно далекий от этого всего. Он посетил вместе с другом и решили там остаться. Он остался больше обычного, ему стало плохо, его отвезли. И в дороге он пришел в себя. И он сказал, что он видел такие вещи, что если он это все не изобразит, он себе это не простит. Он видел потусторонний мир, он видел невероятной красоты женщин и так далее. И он начал рисовать, он начал писать картины. И его выставляли в Барнауле, его еще где-то выставляли. То есть, понимаете, сейчас он принимает заказы, он сейчас начал делать какие-то там, то есть настенные мозаики и прочее. Совершенно далекий от этого всего человек внезапно получает эту одаренность и умение это делать. Ведь на самом деле, чем отличается человек одаренный от неодаренного? Одаренный человек знает, как создать шедевр. Неодаренный не знает. То есть вот, если грубо так объяснить, например,
у одного есть рецепт борща, знает, как столько нарезать, как сделать, чего сделать, вот он сделает. А у другого нет этого рецепта, и он не знает, где это найти. И поэтому понятия не имеет, как это делается. Хотя может предположить примерно, что вот так и сяк, может положить это все в одну кучу, сварить, у него не получится. Вот то же самое. То есть вот тот самый рецепт уникальности, тот самый рецепт абсолютного отличия от других. Это и есть соединение к информационным пластам. Но я хочу вам объяснить. У каждого раскроется в свое время. У кого-то начнет идти эта информация, просто идти очень много и в течение некоторого времени. У кого-то раскроется за полгода. Но то, что вы можете быть духовно насыщенные люди, и что вы почувствуете, и, знаете, так прочувствуйте, увидите мир настолько насыщенным, настолько богатым, что раньше дальше своей бытовухи, своих работ, своих забот, оплаты счетов и так далее мы не видели мир, вы совершенно по-другому будете жить. И вот эти вот ощущения, вот эти вот склоки, там драки, какие-то разговоры, они вам покажутся абсолютно ничтожным, не стоящим вашего внимания. Вы не станете ведьмы и колдуны, но вы будете люди более раскрытые для этого мира, и вам будет приходить больше информации. Вы шоколад готовите, да, какой-то там красивый, ручной или как он называется. Значит, вам придут такие образы, вам придут такие рецепты из ниоткуда, что вы начнете делать, и вы прославитесь. Вы повар, вы начнете готовить шедевральные вещи, которые раньше никто не ел и не знал, что так возможно, что эти продукты можно вместе перемешать. Понимаете? И так далее, и так далее. Это придет постепенно, постепенно. Это насыщение жизни. И те ритуалы, которые я даю друг за другом, друзья мои, нельзя сразу. Казалось бы, кто-то скажет, а почему вот раньше? Потому что нужно подготовить людей. Люди должны несколько лет знать тебя, делать работы, чтобы они же поняли, к чему, как, каким образом к этому идти и так далее. Нельзя сразу такие сильные вещи в один момент дать людям. Они не поймут и не оценят, и даже не поймут ценность этого всего. Но когда уже много лет, сделав определенные работы, ритуалы, они видят результат, они понимают, о чем я говорю и к чему я веду. Так вот, вот этот ритуал будет в новой книге. Я объяснила заранее, когда придет книга, там будет этот тайный ритуал. Собственно говоря, и естественно, я вам объясню, покажу эту книгу и все остальное. Но заранее, чтобы вы были готовы и вы знали, что там есть, я снимаю эту лекцию. Всем удачи и запомните, тот человек, который соединил себя с мировым разумом, этот человек неуязвим, потому что он на каждую проблему знает решение, на каждый вопрос находит ответ. По мере своих интеллектуальных возможностей, естественно. Но в любом случае раскрытие его духовного мира и присоединение – это как источник. Вы открываете ладони, и оттуда льется вода, которой вы можете напиться. Это и есть соединение с мирозданием. Мироздание – это слои информационные, это вымершие языки, это языки духов, это потусторонние миры и прочее. Вам, естественно, не раскроется столько, сколько раскрывается мне, и сколько знаю я, или мне подобные люди, понятное дело. И вам это и не нужно. Но вам придет столько, сколько нужно для вас, чтобы ваша жизнь была совершенно другая. Постепенно. У кого-то очень быстро, у кого-то постепенно. Но каждому воздастся столько, сколько ему нужно для этой жизни. Всем удачи!